Всем привет! Меня зовут Марина, и это канал Делаем Сами. Сегодня я покажу, как можно использовать остатки ткани или небольшие отрезки. Этот мастер-класс будет вам полезен, и определенно результат вам понравится. Для работы мне понадобятся небольшие квадраты, поэтому для удобства я сделала шаблон из картона размером 7 на 7 см. Картонный шаблон прикладываю к ткани и обвожу мылом. Такой способ удобен, если у вас много маленьких остатков ткани. Если же у вас большое полотно, то необходимые квадраты удобнее начертить с помощью линейки. Для своего изделия я вырезала 140 квадратов, 70 белых и 70 черных. Я сразу обозначила, где у меня изнанка, чтобы в дальнейшем правильно их соединить. И теперь все эти квадраты нужно соединить. Прикладываю ровненько два разных цвета друг к другу лицевой стороной и прошиваю на швейной машинке, отступая от края полсантиметра. В итоге шов прошел по изнаночной стороне, и с внешней все выглядит аккуратно. Далее беру следующий квадратик и присоединяю его к квадрату другого цвета. Делаю это снова так, чтобы их лицевые стороны были внутри, а изнаночные снаружи. Квадратики сшиваю на швейной машинке, отступая от края полсантиметра. Таким образом, чередуя квадраты разных цветов, я их сшиваю на швейной машинке, чтобы получилась длинная полоска. Вот такие полоски из квадратов должны получиться. В каждой такой полоске по 14 квадратов, 7 белых и 7 черных. Всего таких полосок мне понадобится 10 штук. Теперь все эти полоски нужно шить между собой. Пришивать их я буду так, чтобы квадратики чередовались, как на шахматной доске. Полоски прикладываю друг к другу лицевой стороной вовнутрь и прошиваю на швейной машинке, отступая от края полсантиметра. Таким образом, в шахматном порядке я сшиваю все 10 полосок. Для удобства, перед тем, как прошивать полоски, можно скрепить портновскими иголками, чтобы ткань не съезжала при пошиве. В итоге у меня получилось вот такое большое шахматное полотно. У него аккуратная изнанка и лицевая часть. Далее ровненько расстилаю это полотно изнанкой кверху. К нему прикладываю по размеру синтепон, он у меня двойной. И третьим слоем прикладываю цельную ткань, тоже подходящую по размеру. Мне понравился вариант с якорями. Все эти слои скрепляю между собой зажимами. И теперь их нужно простегнуть, прошить между собой. Вариантов можно придумать много. Можно по каждому квадрату это сделать или по диагонали, но я просто прошью вдоль через каждые два квадрата. Здесь главное, чтобы синтепон не сбивался в разные стороны. И осталось обработать края. Для этого я воспользуюсь хлопковой косой бейкой. У меня как раз был подходящий цвет. Бейку прикладываю ровно по краю и наметываю, охватывая все три слоя. Я советую делать наметку, так как это очень сильно все упрощает при пошиве на швейной машинке. На уголке бейку сгибаю под углом 45 градусов и также наметываю, чтобы она не сбивалась. После этого прошиваю на швейной машинке по первому сгибу на косой бейке. Далее снимаю наметку и подворачиваю косую бейку на другую сторону. По этой стороне я также для удобства сделала наметку и прошиваю на швейной машинке, отступая от края косой бейки 2 мм. Таким образом я спрячу некрасивые края, сделав их аккуратно обработанными косой бейкой. В итоге у меня получилось вот такое красивое, аккуратное детское одеяло. Выглядит она очень оригинально и стильно. И сделать его можно из остатков ткани или ненужных кусочков, обрезков, смотря какой вариант вы захотите. Его легко красиво свернуть и обвязать ленточкой. Получается полезный подарок для малыша. А также к такому одеялку можно сделать стильный слюнявчик, тоже используя небольшие кусочки ткани. Если вам интересно, как его сделать, то пишите в комментариях. Если желающих увидеть такой мастер-класс будет много, то я его обязательно сделаю. Также пишите свое мнение и впечатления от этого видео, от этой идеи, ставьте лайки, а я, как всегда, побежала готовить новое видео.